Здравствуйте, уважаемые коллеги-айкидошники. В очередном выпуске путеводителя по айкидо мы рассмотрим вопрос атак в айкидо. Атаки в айкидо, так же как и у кеми, это первое, с чем сталкивается новичок, начиная заниматься. Мы приходим на татами, нас учат безопасно падать и наносить атаку. Без этого мы не можем работать в паре, отрабатывать технические формы. Тем не менее, атаки в айкидо на протяжении длительного времени изучения остаются для большинства айкидоистов терра инкогнито. Критики айкидо часто ставят занимающихся в мнимый тупик предложениями выполнить технику против атак бокса, из ММА, захватами дзюдоистов и так далее. Ответы и объяснения порой не очень убедительны, и причина тому отсутствие правильного понимания смысла самой атаки, назначения этих атак и методического использования их перехода из одной атаки в другую. Если посмотреть на технические техники, требования по айкидо, то можно увидеть, что в 6-5 Q в основном идут техники от захватов. Ну, примерно это год тренировок. То есть год тренировок айкидоисты работают, начинающие айкидоисты работают от захватов, пытаются изучать взаимодействие с партнером. В других боевых системах применяется другой механизм. Как правило, приходят ученики заниматься тэквондо, каратэ-до, дзюдо, и у них идет силовая подготовка, которая комбинируется с наработкой правильных стоек, нанесения ударов, отработки ударов по грушам, макеварам и работа передвижения, бой с тенью, ну, чуть более продвинутых. В айкидо, видите, система другая. Мы работаем сначала от захватов, а потом через захваты мы переходим к ударной технике. В айкидо всегда рассматривается пара уки-тори как такая единица работы. Уки не соревнуются с тори, они не борются, и как мы знаем из предыдущих выпусков, есть определенные закономерности их работы, совместной работы и выполнения техник. Чем принципиально отличаются захваты от ударов? Ответ – это скорость. Скорость атак и степень взаимодействия. В захватах захваты являются не очень быстрой формой атаки, но при этом осуществляется довольно плотный контакт. И информация о партнере передается через захват. Удары более быстрые формы, но контакт между уки-тори значительно тоньше. И поэтому сложно это ощущение сразу воспринимать и использовать в работе. Если рассматривать захваты, то надо понимать, что работа от захватов является в будущем подготавливает нас к работе от ударов. В захватах плотнее контакт, лучше взаимодействие уки-тори. И поэтому захваты в айкидо, они являются, вот посмотрите, табличка, вот в соответствии с этими последовательностями переходов от захватов к ударной технике. И методически, если брать технические требования, так и происходит. Мы сначала начинаем захватывать айханми, потом переходим к шомонучи, от шомонучи мы переходим к дзюдански и так далее. То есть все захваты, они являются, экстраполируя, мы можем понимать, что в какой вид ударной техники мы переходим. Почему так? Если брать ударные техники, удар быстрый, как называют, реальный удар за единицу, то скорость захвата, скорость атаки через захват, она где-то в 4 раза медленнее. Примерно 1/4 по времени на атаку. Если брать за единицу удар, быстрый реальный, 1/4 захват. Если мы переходим от захватов к атакам шомонучи и окомонучи учебным,
то скорость немножко увеличивается, где-то от 1/3 до 1/2. Захваты можно сделать немножко быстрее, делать их не 1/4 скорости, а 1/3 скорости от так называемой реальной атаки. И так далее. То есть методический инструктор может подготавливать своих учеников, меняя скорость атаки и продвигаясь все дальше и дальше, сохраняя их отношение к выполнению техник такое, как требуется в Кихоне, в работе в 5-6 Q. Почему 5-6 Q и считается базисом айкидо? Когда мы выполняем удары шоманучи и окоманучи, учебные удары, которые достаточно быстрые, их можно выполнять и в 1/2 скорости реальной атаки. Но нет смысла ускорять эти атаки еще сильнее. То есть не надо стараться сделать быстрее шоманучи, быстрее окоманучи. Это, во-первых, выглядит смешно, а во-вторых, нет необходимости. Потому что при освоении нормального входа в обычную хорошую атаку шоманучи или окоманучи, мы уже можем переходить в атаку чудански, да? То есть атаки, которые более скоростные, атаки, которые двигают вперед наши ощущения и взаимодействие с партнером. Дальше мы можем переходить к рассмотрению двойных захватов. Рёте тори, катата рёте тори, катадори минучи и так далее. Комбинированные атаки, захват-удар. Эти формы готовят нас к работе в асимметричной системе, где мы частично скованы, не имеем полностью все степени свободы. И кроме того, например, захват рёте тори, он в перспективе нас готовит к работе к двойной атаке. Когда атака идет с одной стороны, потом атака с другой стороны. Если в начале обучения такие атаки формируются в последовательность захват-удар, то для мастерского уровня можно применять связки и удар-захват-удар, выходить в эти атаки. Еще одна форма атак — это реверсивные атаки. Это редко кто подходит к изучению реверсивных атак, поскольку для этого требуется мастерская группа, которая работает целенаправленно для выхода на работу с этим способом атак, то есть с быстрыми атаками. Поскольку реверсивная атака, она еще больше увеличивает скорость, примерно 2:1. И идея входа в реверсивные атаки не в том, чтобы делать это в отрыве от основного кихона, а в том, чтобы в такую атаку входить уже с навыком базовых форм. И надо понимать, что реверсивная атака имеет, как правило, продолжение. Это двойные атаки. И эти атаки всегда будут в разных плоскостях. Поэтому это очень сложная задача, работа с реверсивными атаками. Несколько лет назад на фестивале Торнадо я в своих показательных выступлениях вставил работу от реверсивных атак, но поскольку это достаточно работа внутренняя, она, думаю, что ее мало кто заметил, и, как говорится, это осталось в истории. Дальше идет уже комбинаторика вот этих атакующих форм. Возможно и микширование реверсивных атак с комбинированными способами атаки. Меняются плоскости, меняются скорости. В общем-то, в этом и интересно айкидо, потому что к этому всему мы начинаем подходить с первых минут на татами, когда мы только пришли, и начинаем изучать укеми и захваты. На этом, пожалуй, все. Постарайтесь, может быть, пересмотреть этот выпуск. Если что-то непонятно, пишите, я готов ответить на вопросы. Инструктором можете использовать это в своей работе. Надеюсь, было полезно. Спасибо, до свидания.